И всем привет, друзья, с вами Арнаполда. И в этом ролике я хотел вам показать один очень старый, но интересный баг в Build a Bot for Treasure. Как вы помните, скоро у нас Хэллоуин, и нужен хороший, страшный баг, чтобы пранкануть друзей. И если вы прочитали название ролика, то вы поняли, что в этом видео мы поговорим про баг на атомную бомбу. Посмотрите, что происходит с этим сервером. Этому серверу кранты. Все, кто на нем находится сейчас, либо не смогут строить. Ой, кого-то уже покикало. Либо не смогут строить, либо их вот так вот киканет, просто крашнет. Ну, в общем, это просто полный пипец. Сервер уничтожен к чертям. Меня забанят в билде. Но все ради чертового контента. Боже мой. Все, сервер повис. Смотрите, у меня ракета даже не двигается. КТО с ядеркой то-то отсталый. Просто ле-ле-ле-рак мозга у чела с шариками. Прочитай это. Да боже, мешает играть это все. Ну и думаю, можем приступать. Самые внимательно заметили, что мы находимся в фиолетовой команде. И те, кто знает, понимают, что это не просто так, ведь мы будем делать баг на копирование. Но если вы не знаете, как работает баг на копирование, то можете посмотреть подробно ролик в правом верхнем углу, либо просто повторять все то, что я буду делать в этом видео. Ну, несмотря на то, что сам баг недорогой, вам понадобится отвертка. Если у вас ее нет, то баг это сделать не получится, так что извините. Ну, я забыл сказать видео, на самом деле еще понадобится рулетка. Ну и думаю, можно приступать к самому багу. Но основывается он на сломанной коллизии воздушных шариков. Да-да, все верно, если мы надуем воздушный шар и сделаем его, и уберем у него коллизию и вернем обратно, то все верно, мы сможем касаться этого шара, прыгать на него и вообще как-либо взаимодействовать с ним. Но сам процесс создания бага довольно простой. Сперва мы ставим абсолютно любой блок и пихаем на него сидушку. Ну и затем с задней стороны сидушки мы просто ставим один шарик. При помощи рулетки просто увеличить его до максимальных размеров, до которых можете. Ну, у меня 10 тысяч шариков, вы можете в целом сделать платформу из 100 шариков, я сделаю платформу вот из больше чем 2000 шариков. В целом, это уже не сильно влияет, если у вас есть 100 шаров, то этого будет более чем достаточно. Ну и в целом приготовления закончены, все, что вам остается сделать, это сохранить эту постройку. Ну и в целом наша основа для копирования готова. Также вы можете покрасить этот блок в любой цвет, которым вы хотите сделать взрыв, либо оставить его некрашенным, тогда взрыв будет разноцветным, радужным, с множеством цветов. Ну и мы приступаем, собственно, к копированию. Для этого мы садимся на этот стул и вставляем в себя торт или масло, зависит от того, чем вы пользуетесь. Вот таким вот образом, чтобы скрепить эту постройку к себе. В целом все готово, мы убираем стул, убираем блок и открепляем при помощи энчера все наши постройки. После того, как мы открепили, мы теперь бегаем с этим блоком, и нашей целью сейчас будет являться доставить этот блок вон туда, вот в ту зону, где начинают генерироваться камни. Делать это можно любым способом, можете построить лестницу, если у вас есть джетпак, используйте джетпак, можете также использовать конфеты. После того, как вы отлетели на безопасное расстояние, вы можете загружать свою постройку, которую вы только что сохранили. Мы ее загружаем, при этом наша постройка не исчезает, и теперь мы возвращаемся обратно. Ну и что нам остается сделать, это просто сесть на сидушку, которая уже здесь стоит. Мы сели в нее, и у нас получилось, что два шарика находятся друг в друге. Затем мы снова все это сохраняем и загружаем с нуля. Можно убрать торты. И тогда у нас получилось два блока в одном. И мы, собственно, сейчас же повторяем этот же самый процесс, то есть мы снова начинаем все это копировать, и копируем до тех пор, пока нам не надоест. Формула по количеству шариков, которые у нас в итоге получится, это 2 в степени n, где n это у нас количество наших копирований. Собственно, если вы сделаете, например, 10 раз копирования, то у вас будет 1024 шарика. Этого будет более чем достаточно, чтобы разнести весь этот сервер к чертям. Ну, а я поставлю ускоренную съемку и откопирую это еще 9 раз. Увидимся уже после нее. Так, гайс, я возвращаюсь и заканчиваю последнюю 10-ю итерацию. Сейчас у меня будет 1024 таких сетов с шариками. И если вы посмотрите, сколько у меня их сейчас в инвентаре, вы увидите, что их очень много. И да, я не рекомендую делать настолько много, сколько делал я, потому что загружается все это очень-очень долго, особенно без инсталлоуда. И просто время растет по экспоненте, поэтому, мне кажется, на 6-7 итерациях уже можно остановиться. Но поскольку я шиз, я закончу делать 10 итераций. И сейчас, когда все это загрузится, я это поставлю, мы продолжим. Так, почти. Сядь. И... Та-дам, готово. Я поставил последний блок, теперь я все сохраняю. И, собственно, наш баг готов. Но я вам не рекомендую делать настолько много таких блоков.
Потому что вы умрете в таком лаге, как вот у меня все зависло, я не могу двигать камерой. Но в любом случае предлагаю сейчас сходить на публичный сервер и тестировать этот баг на реальных людях. Погнали! Итак, я зашел на какой-то произвольный сервер, и здесь есть русские. И сейчас мы запустим здесь бомбу. Собственно, давайте ее быстрее загружать, потому что это будет происходить очень-очень долго, поверьте мне. И пока я жду ее загрузки, для вас я поставлю паузу, так что это будет очень быстро. Но пока он загружается, я думаю, что сделаю пока что конструкцию для того, чтобы перенести эту бомбу в команду белых, скорее всего. Ну, в целом это не обязательно, вы можете взорвать эту бомбу и у себя в команде, это будет намного проще. Но согласитесь, куда интереснее взорвать своего друга к чертям. Берем масло, может в целом любой другой блок. Главное поставить его поверху этих шариков и на него налепить на ракету. Ну и в целом, если честно, как вы будете вставлять эту вот гигантскую коробищу в чужую команду, это уже не важно. Я расскажу, как это буду делать я. После этого мы ставим сидушку пилота. Она сейчас будет некоторое время коннектиться к шарикам. Это будет происходить довольно долго. Их тут очень много. Ну, дальше важно, если у вас есть инструмент гаечного ключа, то переназначьте кнопки для масла и для ракеты, чтобы не активировать их вместе с шарами. Но если у вас этого всего нет, то ничего страшного, можете тогда все активировать с помощью мышки. Так, кто ставит в кафарм, как раз таки сейчас испортим человеку жизнь, потому что нефиг так легко жить. У меня наконец-то загрузилось все. Ребята, не ставьте настолько много шаров, это будет загружаться просто тысячелетия. И я сел уже, и что нам остается сделать? Остается сделать самое главное, мы убираем вот эти вот блоки. Ну, торты можно оставить, на самом деле. И открепляем всю эту конструкцию, я ее уже открепил. Открепляйте при помощи отвертки, просто выделяете все и убираете Enter. И тадам, конструкция бомбы готова. Вообще можете ее как-нибудь попробовать продекорировать, чтобы она была красивой, но это не обязательно. В целом уже скоро без разницы будет. Летит все это очень медленно, к сожалению, потому что очень лагает. Ну и давайте бросим на белого за то, что он использует АФК фермы, не очень хорошо. Масло, возможно, сейчас не уберется, поэтому надо быть, если что, готовым его убрать. Давайте я заморожусь над ним и уберу масло. Да, я не могу убрать масло, оно просто не убирается. Тогда удалить его вручную. Удаляю, эта бомба падает с большим таким пролагиванием. Ничего, дождемся. 2000 years later. Так, к сожалению, когда оно отлагало, у меня уже кончилось топливо. Я попробую что-нибудь придумать, чтобы не остаться, так сказать, в этом взрыве. Ну, попробуем. Гайс, походу, не стоит спамнить столько шариков, я крашнул сервер к чертям. Походу я сделал способ для краша вместо способа для взрыва. Короче, не надо спамнить 1024 шаров. Это очень много, я крашнул сервак, всех покикало просто, вот кроме этого синего. Ну да, очень жаль, что так вышло, конечно. Но я сейчас пробую загрузить не 1024, а всего 512 шариков. И тогда уж я вернусь сразу же, когда я уже начну сбрасывать эту бомбу. Итак, я снова с этой бомбой. 512 штук загрузилось просто в разы быстрее. Давайте сейчас скинем. Ну, ясно, эти отплыли, тогда на них скидывать не будем. Скинем тогда на зеленых, на зеленую команду. Извини, чел, мне очень стыдно. Чил у меня берет ютуберку после этого, но погнали. Скидываем бомбу. После этого мы ее замораживаем. Это важно, это очень важно. И очень рекомендую отлететь куда-нибудь подальше, потому что сейчас будет происходить просто полнейший трешак. И это всего на 512 штуках. Вы еще не представляете, что может происходить на 1024, если бы не крашился сервер. Все, мы отлетели достаточно далеко и можем начинать наш план скам. Итак, сейчас, боюсь, синим не понравится, что будет происходить. Что мы делаем? Делайте это очень внимательно, потому что если вы ошибетесь, то все будет плохо. Мы выбираем все блоки. Мы у них... затем мы активируем все шары при помощи буквы F. Вон у них 1000 шаров надулось. И мы... Надеюсь, это было слышно. И мы быстренько убираем и возвращаем коллизию. И смотрите, что сейчас будет происходить. Убираем коллизию. Ой-ой-ой, она поставилась сразу. Посмотрите, что происходит. Что с сервером? Смотрите, какой взрыв. Так, я немножечко ошибся. Коллизия сразу же поставилась. Получается, нам всего один раз нужно нажать на это все дело. И давайте попробуем слетать, посмотреть, что там происходит. Активируйся, активируйся. Нет, у меня не активируется ракета. Она слетела из этих лагов. О, активировалась. Я не умру. Посмотрите, что происходит с этим сервером. Этому серверу кранты. Все, кто на нем находится сейчас, либо не смогут строить. Ой, кого-то уже покикало. Либо не смогут строить, либо их вот так вот киканет, просто крашнет. Ну, в общем, это просто полный пипец. Сервер уничтожен к чертям. Меня забанят в билде. Но все ради чертового контента. Боже мой. Все, сервер повис. Смотрите, у меня ракета даже не двигается.
Но если вы сделаете шариков не так много, как я, это напомню, всего 112 штук. Если 1024, здесь было в 2 раза больше их, то это вообще будет жесть. Просто посмотрите, что творится. Чуваки матерятся там, видимо, у них там все решетками заделывает. КТО с ядеркой тот отсталый. Просто ле-ле-ле-рак мозга у чела с шариками. Прочитай это. Да боже. Мешает играть это все. Давайте, я поснимаю этот взрыв и ускорю это все на ускоренной съемке, чтобы увидели, что сейчас будет происходить. К слову, вы можете еще это все пробовать открепить. Тогда эти шары разлетятся просто по всей карте, потому что сейчас они прицеплены. Но если мы это все открепим дело, то посмотрите, что будет происходить. Если оно открепится, конечно. Рак мозга у чела с шариками. Ой, боже мой, меня уже ненавидит. Ну и правильно делают, на самом деле, правильно делают. Я с ними абсолютно согласен. Ну, нет, не с этим не согласен. В целом согласен с тем, что я, конечно, дебил, но... Ладно. Ой, все, начинает отлетать. Смотрите, чувака просто кикнуло, который меня оскорблял. И Джола там что-то пишет, я не могу видеть, что он пишет. Да боже. Блин, мне очень стыдно перед чуваками, ребят. Я так делаю только ради одного видео. Больше так делать, конечно же, не буду. Потому что мне реально стыдно. Ну, просто посмотрите, все. Весь сервер просто либо вышел, либо его крашнуло. Мешает играть это. Ну, понятно, что мешает. Я, собственно, в этом-то и прикол этого бага. Вот. Ну, я очень вам рекомендую сделать либо вот 256, либо 128, ну максимум 512 таких шаров. Все, чел последний вышел, я остался один на сервере. Предлагаю резетнуться или даже спрыгнуть, да, и попробовать посмотреть, что тут происходит, потому что когда мы залетим, будет происходить все еще хуже. Вот такая вот жесть происходит. Все эти шары с коллизией, я боюсь, что если мы к ним подлетим, то меня выкинет просто к чертям собачьим. Да, вот, смотрите, меня просто откидывает с гигантской скоростью. Уже начинает сервер по новой заполняться, но я думаю, что люди передумают... Классный ник. Люди передумают сюда заходить после того, как увидят, что здесь происходит. В общем, вот такой вот баг, ребята. Я думаю, что кто-то его уже наверняка знал, потому что этот баг не такой довольно известный. Но если вы его не знали, то надеюсь, что он вам когда-нибудь пригодится. Желательно на приватном сервере. Потому что, ну, вы видите, какой вы пипец можете устроить. Ну, чуваки еще зашли, не успели даже осознать ситуацию. Ну, в общем, вот такой вот баг у меня получился. Я думаю, что больше рассказывать нечего. Вы можете поэкспериментировать как хотите, потому что, ну, видите, что здесь всего можно разного сделать. Чуваки заходят и выходят, ничего страшного. Давайте белую команду зайдем тогда. Думаю, давно мне стоило снять этот баг, но руки дошли только сейчас. Всем вам... Я забыл. Одна из фишек этого бага, что он багает коллизию земли. И это происходит не только у вас, это у всех игроков. У всех игроков просто вот здесь вот нет коллизии. Они, когда встают на третью зону, они будут проваливаться, как я провалился только что. То есть, смотрите, опа, я просто проваливаюсь, и под землей этот баг тоже есть. Я понятия не имею, как это работает, но, в общем, видимо, придется прощаться вот в таком вот состоянии. Но я надеюсь, что этот баг вам очень понравился. Я надеюсь, что видео было полезным. И я надеюсь, что вы рады, что я снял его для вас. Да. Всем вам, ребят, удачного Хэллоуина. Наступает такой самый жуткий 2 недели этого года. Надеюсь, что должны, по идее, в билду добавить конфетки, которые вы сможете собрать. Ну и, собственно, на такой ноте я заканчиваю этот ролик. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Если он был вам полезен или интересен, то, пожалуйста, поставьте мне лайк, мне это очень поможет. И также очень прошу, если вам нравятся мои ролики, то подпишитесь на канал, потому что YouTube подключил монетизацию мне полностью. И сейчас все, что я снимаю, сервер выходит. И это, по сути, делаю ради, скорее, уже подписок, чем ради денег. Ну и повторюсь, всем вам огромное спасибо за просмотр. С вами был Ярна Полда. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч, ребят. Всем спасибо. Всем пока.